Всем привет! Это снова я, Артем Ворожцов, на канале Математические эксперименты. Сегодня мы с вами поговорим про символ Лежандра. Забавно, что символа никакого нет, собственно говоря, он обозначается таким образом. МП. Вот, это, по сути дела, функция двух переменных m и p, двух целых чисел. И она равна либо единице, либо минус единице, и в некоторых обобщениях этого символа еще 0 бывает. Еще забавно, что обобщение называется символом Якоби. То есть такой символ, якобы символ, который сомневается, что он символ. Ну и не зря, потому что нету буквенного названия у этой функции, которая является символом Лежандра. Мы с вами уже встречались с этим символом, просто его так не называли, когда рисовали таблицу умножения по модулю P. Да, это опять про модульную арифметику. Что такое модульная арифметика, можно посмотреть, узнать в предыдущих видео. Вот таблица умножения по модулю 17. Так вот, символ Лежандра равен единице для тех чисел m, которые встречаются на диагонали таблицы умножения. Ну, а на диагонали таблицы умножения находятся квадраты. 1, 4, 9, 16. Здесь должно быть 25, но нарисовано 8. 25 по модулю 17 это 8. То есть остаток отделения 25 на 17 равен 8. Здесь находятся квадраты чисел по модулю p. И вот для них, для всех, символ Лежандра, когда m равняется квадрату, равен единице. А для остальных чисел символ Лежандра равен минус единице. Еще мы с вами рисовали таблицу степеней. Вот такая табличка, где в первом столбце сплошные единички. Это степени единички. Во втором столбце степени двойки находятся. 2, 4, 8, 16. Здесь должно быть 32, но 32 по модулю 17 это 15. Здесь находятся степени тройки, четверки, пятерки и так далее. И мы с вами обнаружили, что строчка номер p-1 в этой табличке состоит из единичек целиком. Это малая теорема Ферма. А строчка p-1 пополам состоит из чисел 1 и p-1. Такое было наблюдение. Так вот, сегодня я хочу рассказать простую штуку, что есть три эквивалентных определения символа Лежандра. С одной стороны, символ Лежандра равен единичке для чисел m, которые являются квадратами какого-либо числа s. С другой стороны, его можно определить как вот это вот p-1 пополам строчку в таблице степеней. То есть он равен единичке тогда, когда m в степени p-1 пополам равно единице. Ну, еще есть третье определение. Это четность перестановки, которая порождается строчкой m в таблице умножения. Что такое четность перестановки, мы с вами поговорим. Ну, давайте по порядку. Итак, мы хотим, проверить и по возможности доказать, что ответы на эти вопросы одинаковые. Либо на все три вопроса ответ «да» для числа m, либо «нет». Итак, диагональ в таблице умножения. Давайте нарисуем еще раз таблицу умножения и выделим жирным эту диагональ. Обратите внимание, что эта диагональ симметрична, то есть вот идут числа 1, 4, 9, 16. А потом вторая половина диагонали повторяет эту последовательность, только в другом порядке. Ну и неудивительно. Тут как бы идут квадраты 1 квадрат, 2 квадрата, 3 квадрата, 4 квадрата. А если идти в другую сторону, то здесь минус 1 квадрат, минус 2 квадрата, минус 3 квадрата и так далее. Давайте определим эту функцию вот таким образом. Определение мудреное, но смысл этого определения такой. Для числа m есть какое-то число, квадрат которого по модулю p равен как раз m. Ну, давайте по порядку. Вот эта штука. Это просто квадраты всех чисел до p-1 пополам. Дальше, если взять вот эту часть выражения, то мы получим квадраты по модулю p. Если мы возьмем вот эту штуку, уже напишем равно m, то получим такую вот странную запись. И нам хотелось бы ее преобразовать в другую запись. А именно 1 равно m, или 4 равно m, или 9 равно m и так далее. Как это сделать? Для этого мы сделаем две операции. Во-первых, сверху просто навесим thread. И произойдет первое важное мероприятие. Мы как бы m занесем внутрь каждого элемента. Равно m теперь занесено
в список прикреплено к каждому элементу списка. Теперь нам нужно запятые заменить на союз или. Это делается таким образом. Or, это есть оператор или, и две собаки. Вот. Дальше мы пишем, если верно это выражение, тогда ответ равен 1, а иначе минус 1. Вот такое вот однострочное функциональное определение символа Лежандра. Давайте нарисуем эти символы Лежандра для всех чисел от 1 до 16 в виде такой таблички. Нарисовали. Теперь посмотрим на строчку p-1 пополам в таблице степеней. Нам нужно 16 заменить на минус 1. Но мы сделаем больше. Мы просто остатки 10, 11, 12, 13 и так далее до 16 заменим на 16 на минус 1, 15 на минус 2, 14 на минус 3 и так далее. Здесь вот просто другое определение функции mod, которое выдает такие остатки. Отрицательные иногда. И вот таблица степеней для этого множества остатков. Давайте определим вот эту строчку p-1 пополам как функцию по p2. Определили. И нарисуем эти степени в виде таблички. Ну, в общем, эта табличка совпадает с предыдущей. И это, собственно, и есть часть теоремы. И следующее. Перестановки в таблицу умножения. Еще раз рисуем таблицу умножения. Таблица умножения по модулю P прекрасная штука. Там в каждой строчке и в каждом столбце встречаются все числа от 1 до p-1. Поэтому их можно рассматривать как перестановки. Вот берем какую-нибудь строчку, и мы видим, что здесь как бы переставлены, перепутаны местами числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, 16. У перестановки есть важное свойство – четность. Либо четно, либо нечетно. Как определяется это свойство? Определяется оно таким образом. Любую перестановку можно представить в виде последовательности простых перестановок двух элементов. Перестановка всего лишь двух элементов называется транспозицией. И вот любую путаницу можно создать, просто занимаясь перестановками пар элементов. И понятно, что в общем, это можно сделать, любую перестановку представить в виде композиции. Также очевидно, что способов представить перестановку в виде композиции и транспозиции множество. И что не очевидно, это то, что количество транспозиций всегда будет одно и то же, как бы вы ни представили. Либо не количество транспозиций, а четность количества транспозиций всегда будет одно и то же. Либо четно, либо нечетно. И вот функция сигнатура вычисляет как раз эту четность. Вот умножение на 1 имеет четность 1, умножение на 2 имеет четность 1, умножение на 3 имеет четность минус 1. Здесь вот вычислены все четности перестановок, которые порождает таблицу умножения. И давайте это нарисуем в виде таблички. Сюрприз – это та же самая табличка, что мы уже видели выше. Мы это, скажем так, экспериментально обнаружили для числа p равно 17. Проверим. Сигнатуры равны степеням, сигнатуры равны символу Лежандра. Правда, правда. Теорема. И эти три функции совпадают. Для любых x от 1 до p-1 для простых чисел p. Давайте это запишем в виде такого списка из трех логических выражений. Для p равно 17 мы получаем true, true, true. Пробуем 19. Пробуем 23. Так. Ну, в общем, можно пробовать для самых разных простых чисел и убедиться, что всегда получается правда. Но доказательства я не люблю приводить. Попробуйте сами доказать. Я сейчас хочу рассказать, что для непростых чисел мы тут получаем false, неправду. И это, конечно, расстраивает несколько. Хотелось бы обобщить символ Лежандра на случай непростых p. Давайте попробуем это сделать. Мы с вами уже определяли функцию coprimes. Это множество чисел, которые взаимопросты с числом p. Когда p простое, это просто все числа от 1 до p-1. Все числа меньше, чем p, если p простое, не имеют с ним общих делителей. Это понятно. А если число p непростое, тогда лишь некоторые из чисел меньше, чем p, не имеют с ним общих делителей. Давайте переопределим наши три функции по p
сигнатура P и Legendre символ через вот это множество взаимопростых чисел coprimes. Во-первых, мы будем возводить в степень не p минус 1 пополам, а в функцию Эйлера φ, деленную пополам. Функция Эйлера – это количество чисел взаимопростых с p, просто размер списка coprimes. Сигнатуру мы будем вычислять на таблице умножения, в которой присутствуют только числа взаимопростые с p. И символ Лежандра будем определять, ну, тоже через множество coprimes. Это как среди чисел coprimes p будем искать такие, квадрат которых равен числу m. Переопределили. И теперь давайте попробуем какие-нибудь сложные варианты для p. Например, 12. Ну что ж, нас настигла неудача. Опять false, false, но в серединке true. И это интересно. Ну что ж, а 129 то же самое. А 9? Опа! 9 непростое число, но мы получили 3 раза true. Это хорошо. Давайте изучим множество чисел, для которых верно, что Legendre символ совпадает с функцией power p2. Запустил. Так, думает. Получили такой ответ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 нет. 9 есть. 9 непростое число. 4 непростое число. Понятное дело, что здесь есть простые числа. Но здесь есть еще что-то. Но не все числа при этом. Давайте уберем все простые числа. Ну, тут уже, правда, написано ответ. Давайте уберем простые числа и их степени тоже. После пристального вглядывания можно увидеть, что здесь присутствует 9, так, 16 здесь нет, 25, 27. Здесь присутствуют степени простых чисел. Вот, в частности, квадраты 25 и 49 и сложность, и большие степени, например, 81 и 125. Итак, пусть мы открыли это, обнаружили. И давайте посмотрим, какие еще есть числа среди нормальных чисел, кроме степеней простых чисел. Так вот, когда мы рассматриваем дополнение к степеням простых чисел, обнаруживаем, что здесь есть множество чисел, и они четные, кроме единички, которая не в счет. Тогда мы разделим эти числа на 2. И увидим, что после деления на 2 у нас только нечетные числа. Мы где-то с вами уже это все встречали, а именно когда изучали двуногих человечков в одном из предыдущих видео. И эти числа, это числа, про которые Гаусс, Карл Фридрих, доказал теорему, что для этих чисел мультипликативная группа по модулю P циклическая. Ну, похоже, вот мы с вами на эти числа напоролись, изучая просто равенство. Символ Лежандра равен строчке степеней с номером Эйлер φ пополам. Хорошо. Ну, в общем, посмотрите, проверьте. Мы здесь видим либо простые числа, либо их степени. Хорошо. А вот вторая строчка, которая у нас была равна true, во всех случаях, которые мы только попробовали. Давайте для нее проверим. Назовем числа, для которых верна вторая строчка, a numbers. Так, сколько она будет вычисляться, интересно. Так, ну здесь, похоже, присутствуют все числа. Давайте проверим. Длина равняется 400. Мы взяли 400 чисел, для них проверили равенство, и все они подходят. Хорошо. Ну, давайте опять вернемся к нашим нормальным числам. Для этого хотелось бы явно увидеть этот результат, про который я сказал, что нормальные числа – это числа, которые равны либо простому числу, либо степени простого числа, либо 2 умножить на степень простого числа. Как это все увидеть? Для этого мы определим функцию factor integer expression. Функция factor integer возвращает такой список, который соответствует таким парам. Простое число, степень, простое число, степень. То есть 15 равно 3 в степени 1 умножить на 5 в степени 1. А factor integer expression проделывает следующее. Определяем. Эта функция
записывает это разложение в таком виде. Вместо степени получается у нас subscript, вместо умножения получается такая галочка wedge. Функция wedge, примененная к нескольким аргументам, превращается в галочку, смотрящую вверх. И она как бы ставится между аргументами своими. Применим фактор integer к нашим нормальным числам. Ну, видите, когда wedge применен к одному объекту, он отображается не в виде галочки, а в виде слова wedge. Потому что галочку математика умеет ставить только между двумя выражениями. Мы видим здесь следующее. Встречаются одиночные wedge, то есть степени простых чисел, самых разных степеней. 3 в квадрате вот есть. Встречаются также пары. И когда это пара, то первый элемент в паре всегда 2 в степени 1. Ну, еще есть какое-то вот исключение 2 в степени 2. Давайте отсортируем эти все выражения по длине. Вначале у нас пойдут одиночные веджи, а потом веджи для пар. И мы видим, что троек здесь нет, потому что тройки, если бы они были, выражения длины 3, они были бы в конце этого списка. Хорошо. И надо еще как-то проверить, что все выражения длины 2 начинаются с двойки. Ну, мы это проверим глазами. Проверили. Еще можно попросить математику упростить эту ситуацию таким образом. Сказать wedge от двойки subscript что-то, где вторым аргументом является что-то, является просто wedge от этого что-то в любом количестве. Две палочки означают, что это sequence, список, не обязательно один элемент. И еще мы убьем двойки в степени 1, 2 subscript 1, превратив их в единицу. На самом деле математика, хоть и называется языком функциональным, но по сути в глубине это язык преобразования по правилам. И мы здесь записали два правила преобразования, и они будут применяться к выражению, и выражения будут упрощаться. То есть вычисление в математике это просто применение правил, направленных на упрощение выражения. И в итоге иногда там получается число, а иногда не получается, и выражение остается каким-то сложным. После этого определения мы видим исключительно одиночные веджи. Мы убрали 2 в степени 1, и вот что у нас получилось. Хорошо. Вот, по сути дела, мы проверили. До n равно 400. Можно проверить до миллиончика, и уже надо будет это доказывать. Ну, докажите самостоятельно. Здесь я взял функцию из предыдущего видео, функцию, которая рисует для числа p человечка. И вот нарисуем человечков для первых 30 нормальных чисел. И видим, что действительно количество ножек у человечков для нормальных чисел равно либо нулю, либо единице, либо двойке. Тут нету четырехногих и восьминогих. Ну, крылышки есть, но ножек ровно 2 штуки. Ножки это просто элементы, которые обратны сами себе. И 2 штуки это значит единичка и минус единичка. Никаких других элементов обратных себе у нормальных чисел нет. Разные доказательства и соотношения. Я тут решил все-таки немножко про это рассказать. Ну, одно из важнейших отношений для символа Лежандра это то, что это мультипликативная функция по первому аргументу. Если мы возьмем в качестве m a умножить на b, то это равно произведению символов Лежандра для a и для b. И доказательство элементарное, если мы знаем, что символ Лежандра эквивалентен степени p-1 пополам. Хорошо. Еще мы, в доказательстве будем использовать следующий факт, что a в степени p-1 по модулю p равно единице. То, что вот строчка с номером p-1 в таблице степеней тождественно равна единичкам. Как это доказывается? Это доказывается следующим образом. Ну, как мы знаем, умножение на число a порождает перестановку чисел 1, 2, 3, 4, p-1. Вот, давайте домножим каждый из чисел 1, 2, 3, 4 и так далее p-1 на a. И потом переумножим все эти числа. Понятно, что результат будет равен произведению чисел 1, 2, 3, 4 и так далее p-1. То есть верно вот такое вот тождество. Но когда мы сокращаем 1, 2, 3, 4 и так далее, получается другое тождество. a умножить на a и так далее p-1 раз равно единице по модулю p. То есть мы
таким вот простым образом доказали, что а в степени p минус 1 по модулю p тождественно равно единичке. Мы использовали то, что в таблице умножения в каждой строчке есть все элементы. Это попробуйте доказать сами. Дальше, следующий важный шаг. Доказать, что в строчке с номером p минус 1 пополам может стоять либо единичка, либо минус единичка. Ну и действительно, давайте обозначим за x m в степени p минус 1 пополам. Тогда x квадрат равен m в степени p минус 1, а мы доказали, что это равно единице. Получается, что x квадрат равен единице. Из этого немедленно следует, что x равен либо единичке, либо минус единичке, если мы живем в нормальном поле. Дело в том, что x квадрат минус 1 раскладывается на произведение x плюс 1, x минус 1. И если мы вот в это выражение поставим любое число, отличное от единички и минус единички, мы получим произведение чисел, которые не равны нулю. И при этом не равны p. А значит, их произведение не может быть равно нулю по модулю p. То есть есть только два варианта. X равно единичке, либо минус единичке. Ну и вообще, если у нас есть число m равное a квадрат по модулю p, то x квадрат минус m, этот многочлен, раскладывается в произведение двух скобок. И если мы в эти скобки поставим любое число, отличное от a и минус a, мы получим произведение двух ненулевых чисел, и их произведение не может дать число, равное нулю, либо кратное p. Вот, тут записаны какие-то важные такие утверждения, которые предлагается вам самим прочитать, помедитировать над ними. И вы придете к пониманию, почему три вопроса, заданных в начале видео, эквивалентны друг другу. Еще я хотел вам показать несколько численных экспериментов с функцией символа Лежандра. Я буду использовать встроенную функцию Jacobi Symbol, которая является обобщением символа Лежандра. Вы можете отдельно сами прочитать, в чем заключается это обобщение. Эксперименты такие. Давайте посмотрим, чему равен символ Лежандра для фиксированного m, но разных простых чисел p. Вот, например, для 11. Мы видим здесь минус единички, единички и нолики. Но нолик как раз получается для числа 11. Символ Jacobi для варианта pp равен нулю. Ну, с 11 это, конечно, надо начинать с двойки. Потом давайте введем тройку. Вот. Что мы здесь видим? Примерно одинаковое количество единичек и минус единичек. И каких-то закономерностей так сразу не видно. Чтобы обнаружить закономерности, поискать их, давайте применим функцию accumulate. А именно будем рисовать график не вот этой функции, а график функции, которая равна сумме первых k элементов. Для этого в математике есть функция accumulate. Итак, нарисуем функцию accumulate от символа Лежандра для числа m равное 11 для первых 500 простых чисел. Так, график, видно, что он идет вниз и доходит до числа минус 20. То есть минус 20 означает, что вот в первых 500 простых чисел минус единичек было на 20 больше, чем единичек. Хорошо, а для двойки тоже вниз уходит график. Тут до минус 16 доходит. Для тройки. Вот. Для тройки в районе 500 график возвращается в 0. Accumulate позволяет проверить баланс единичек и минус единичек. Простая, в принципе, идея. Четверка. Ну с четверкой все понятно. Четверка является квадратом. И поэтому для простых больших чисел там уже однозначно ответ 1. И мы для 500 получаем 500. Хорошо. Идем дальше. Число 5 вниз. Число 6. Число 7. Ладно.
Довольно разные графики, закономерностей не видно. Давайте посмотрим, чему равняется якобы символ для случая, когда мы возьмем не только простые числа, но и составные. Забавно. Для 11 мы получаем фиксированное значение минус 4 и 2. То есть accumulate не покидает окрестность нуля, выдает ответы в небольшой окрестности. Попробую 5. Вообще 3 возможных значения для функции accumulate. Попробую 2. Попробую 127. Ну, тут посложнее. Минус 10, 10. Но видно, что аккумуляция символа Якоби это более регулярная штука, чем аккумуляция символа Лежандра только по простым числам. Ладно. Давайте посмотрим. Опять простые числа. Но возьмем символ Якоби для числа p-1 пополам. Ну вот, получаем следующее. Что в районе 10 тысяч мы возвращаемся к нулю. А что там дальше происходит, непонятно. Давайте посмотрим accumulate для случая, когда мы в качестве m берем функцию Эйлера. Он прямо должен... А, нет, он не должен совпадать. Если мы разделим на 2, тогда будет совпадать. Да, вот, в таком варианте совпадает. А без деления на 2 это просто минус единичка для простых чисел. То есть аккумуляция символа Лежандра для числа m равная минус 1. Дальше экспериментируем. Это я взял только нечетные числа и посмотрел вариант p-1 пополам. Дальше. Так, это же какой-то ответ интересный. Пока это спрячу. Посчитаем для большого числа 150 тысяч. Символ Якоби для числа минус 1. Видно, что растет линейно, но не с коэффициентом 1. Ну вот я тут поподбирал, и мне показалось, что коэффициент равен 1/4. Проверяем. Да, действительно. Когда мы берем символ Якоби, аккумулируем его и вычитаем число n, деленное на 4, то получаем функцию, которая очень медленно растет, а может быть и не растет. Но вот иногда перепрыгивает значение 15. Так, сгенерируем теперь множество чисел, которые являются степенями простых чисел, а также множество простых чисел. И построим опять этот график, только ограничившись множеством степеней простых чисел. Строим. Так, ну здесь я тоже некоторый ответ нарисовал. Изначально получался вот такой вот график, который перелетал через 150. Но я решил вычесть корень из числа n, деленный на π квадрат. И получил график, который уже более-менее вокруг нуля скачет. Но если выбрать среди степеней только степени нечетных простых чисел, ситуация будет выглядеть получше. Вот. Тут вот в самом начале график бегает вокруг нуля. А здесь он в самом начале поднимался вверх и не бегал вокруг нуля. То есть выкидывание степеней двойки из множества powers дает какую-то такую более регулярную, нормальную картинку для графика. Ну, она, конечно же, хаотична, но видно, что график бегает вокруг нуля и в начале, и потом. Здесь сделана некоторая нормировка. На оси x взят логарифм, а по оси y произведено деление на логарифм от числа. И вот какая картинка получается. Давайте побольше нарисуем. Вот. Ну, к чему я все это показываю? Вот попробуйте доказать, что данная функция, символ Якоби, примененный к степеням простых чисел без степеней двойки, минус
корень из числа n разделить на π квадрат бесконечное количество раз пересекает ось x. И отходит от оси x не более чем, ну тут вы должны сами придумать, не более чем на сколько. Дальше. Выше было изучено m равно минус единице. Ну, не изучено, а просто нарисован один график. А здесь вместо минус единички я нарисовал функцию Эйлера φ. И, о чудо, вместо того, чтобы вычитать, надо теперь добавлять корень из числа, деленное на π квадрат. И в этом случае получаем регулярную картинку, которая вокруг нуля. Дальше. А если мы два раза применим функцию Эйлера? Ну, это же просто алхимия какая-то. Получается такая растущая функция. Похожая то ли на корень, то ли еще на что-то. Предлагаю вам изучить. То есть Эйлер от Эйлер φ дает такое число m, для которого почему-то сильно доминируют единицы над минус единицами. Почему это так? Надо разобраться. Давайте здесь применим тот же самый трюк. Возьмем только нечетные степени. И попробуем зафитить функцию, состоящую из единички x и корня из x с какими-то коэффициентами. Вот он зафитил. Если зафитить вариант без удаления степеней двойки, то получится немножко другой ответ, но вот то, что находится при корне из x, получается примерно тем же. 2.101. Что это за константа? Возникает вопрос. Ну и давайте нарисуем. Вот что получается. То есть вычитание вот этой вот функции из аккумуляции символа Якоби для степеней простых чисел дает регулярную картинку, которая колеблется вокруг нуля. Так, тут мне уже требуются большие степени простых чисел. Это вы можете проделать сами у себя в своей программе. Ну и еще. Есть такая функция Мебиуса, для которой интересно проводить точно такие же исследования. И мы этим займемся в ближайшем времени. А на сегодня всем пока. Пишите, какие темы вам интересны.